Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня прогноз на ближайшую неделю. Самое основное, что было бы здорово знать в ближайшую неделю. Сейчас стихия воздух, близнецы, весы и водолеи. Мои ветерки. Как всегда, в конце 3 карты дополнительных советов и исполнения желаний от колоды «Послание стихий» Ларисы Ренар. Она дает хорошие дополнительные советы. Очень часто она именно дополняет основную карту, ну и, соответственно, показывает, какой ответ на вопрос может прийти, что же будет происходить с вашим желанием и что же сделать для того, чтобы ваше желание исполнилось. Это желание, это цель, это вопросы. Ну и, конечно, так как это дополнительный совет, оно покажет, что же еще было бы здорово вам знать или на что обратить внимание. Ну а сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, обязательно похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Помните, что улыбка улучшает жизнь, смех продлевает жизнь, и это уже доказано учеными. Поэтому улыбайтесь как можно чаще, смейтесь как можно чаще. Вы знаете, посмеяться над своими проблемами – это действительно не каждый может. Но тот, кто может это сделать, меняет проблемы на выигрыш, меняет проблемы на положительные эмоции и положительные ситуации. Поэтому смейтесь над своими проблемами, какими бы они ни были. Если вы это можете, значит, вы можете контролировать свою жизнь и все, что с вами происходит. Ну что, по одной карте на каждый знак зодиака и, конечно же, общий совет для стихии. Смотрим, близнецы, самое важное для вас. Ну что, самое важное для вас – это уверенность в себе и уверенность в том, что вы делаете. По королеве Пентаклей можно сказать, что в ближайшую неделю вы все-таки будете делать то, в чем вы уверены. Вы не будете гадать, вы будете опираться на факты. И, соответственно, опираясь на факты, продуктивность будет большой. Также по этой карте обратите внимание на женщину. Женщина старше 45, темненькая, с темным цветом глаз. Женщина очень серьезная. Для тех, это для мужчин, которые интересуются отношениями, кто в поиске или в ожидании, вот к вашему вниманию предоставится вот такая женщина, только помните, эта женщина не подходит для скоротечных и бурных романов. Нет, никто не говорит, что она не страстная, не сексуальная, этого никто не говорит, но она все-таки предпочитает серьезные отношения, а не просто кратковременные романы. Поэтому примите во внимание, если вы захотите попробовать встречаться с этой женщиной, примите это во внимание. Для всех остальных в эту неделю для вас, скорее всего, эта встреча будет важна. Я говорю сейчас не для тех, кого интересуют межличностные отношения. Ну и хочу сказать, по статусу эта женщина может помочь тем, кого интересует помощь. Поэтому
будьте внимательны. И как во французском языке, вы знаете, говорят «cherchez les femmes», я не совсем акцент французский могу воспроизвести, но знаю эту фразу и знаю, что она значит. Поэтому ищите женщину, мои дорогие близнецы. Весы. Ну, у вас, мои дорогие весы, будут ситуации, которые могут быть ситуации, которые вам могут и не понравиться. Как этих ситуаций избежать? Первое, ваш настрой. Вы не совсем уверены в правильности принятого решения. И, скорее всего, вы правы. Если даже вы уже приняли какое-то решение, не стесняйтесь остановиться и пересмотреть ситуацию, пересмотреть те задачи, те проблемы, которые перед вами будут стоять в ближайшую неделю, и, скорее всего, убрав эмоции, вы сможете яснее, четче увидеть ситуацию, и, соответственно, у вас в голову вам придет ваша интуиция, ваше подсознание даст вам другой ответ и другое решение. И, соответственно, вы сможете избежать действительно неприятных моментов. Хотя все моменты, которые будут в ближайшую неделю, они нужны вам. О чем я говорю? Возможны ссоры с людьми. Так вот, старайтесь смотреть на эти ссоры более аналитически и менее эмоционально, потому что эмоциональность будет вам мешать в ближайшую неделю. Вам все-таки надо будет сохранять баланс эмоций и анализа для того, чтобы менее болезненно проходить через определенные задачи, которые будут перед вами стоять в ближайшую неделю. И помните, если что-то ушло из вашей жизни, если кто-то отошел от вас, это нужно вам, а не этому человеку. Притянули вы и ваше подсознание это. Соответственно, ваше подсознание дает вам знак, что ситуация или человек уже выполнили свою роль в вашей жизни. Иногда, я знаю, это болезненно. Так вот, для того, чтобы избежать вот этой болезненности, смотрите на все более аналитически. Вам это должно быть не тяжело. Вы весы аналитики. Поэтому обратите внимание на ваш аналитический ум, и тогда ваша неделя пройдет без сучка и задоринки. Водолеи, давайте посмотрим, что же важно для вас. Для вас в ближайшую неделю будет важна работа. Вы будете сконцентрированы на работе, насколько я вижу по этой карте и за этой картой, что все остальное в ближайшую неделю не будет иметь большого значения для вас. Единственное предостережение. Дело в том, что я вижу, что для некоторых из вас ваша работа – это не вдохновение, а своего рода обуза. Так вот, только находя в вашем труде, в вашей работе, в вашей специальности, профессии, в вашем бизнесе что-то, что может вас вдохновлять, ваша работа будет продуктивной. Если вы просто как зомби идете на работу, отрабатываете с 9 до 5 и возвращаетесь домой, удовольствия вам это не приносит, и, соответственно, вы никуда не движетесь, вы не меняете ничего в своем внутреннем состоянии, соответственно, даже если вам работа не нравится, если вы не поменяете отношение к вашей работе, то вы не поменяете
именно работу, позицию, которую вы занимаете, у вас все будет на том же уровне, и я говорю, как я уже сказала, в роли зомби. Если также говорить о этой карте по другим сферам жизни, финансы, тут все в порядке с финансами, да, всегда хочется больше. Вы знаете, как говорят, всегда много денег не бывает. Вот. Всегда есть на что потратить. Поэтому тут с финансами я не вижу никаких проблем. И единственное, что если мы говорим о межличностных отношениях и о здоровье, то тут трудиться над отношениями и трудиться над выздоровлением, может быть, придется. Но ни в коем случае не боритесь с болезнью, а именно стремитесь к выздоровлению. Концентрируйтесь на выздоровлении. А в отношениях всегда, отношения это всегда работа. Любые отношения, отношения между мужчиной и женщиной, отношения между родителями и детьми, отношения между родственниками, знакомыми, друзьями, коллегами, отношения с вышестоящими менеджерами, хозяевами, начальниками. Это всегда работа. И помните, что только ваше отношение к человеку, это вот ваше отношение к человеку, это то, как человек относится к вам. Поменяв отношение к человеку, вы поменяете отношение к себе. Как бы это ни было тяжело, я уже слышу высказывания некоторых, и я понимаю вас. Но не работает по-другому Вселенная. Не поменяется отношение людей к вам, если вы не поменяете свое отношение к людям. И еще, при всем при том, что мы всегда стараемся, мы ожидаем какого-то ответа, знаете, делайте добро и бросайте в воду. Не ждите обратного ответа. Только тогда он придет. Если вы будете ждать, это уже не бескорыстно, это уже именно связано с бизнесом. Подумайте об этом. Ну и совет для стихии. Не старайтесь узнать все и сразу. Есть вещи, которые придут к вам, когда вы будете к ним готовы. Именно давить на поиск информации, которая на сегодняшний день, скорее всего, вам и не нужна, вы будете отдалять именно решение задач, вы будете отдалять нахождение ответов на ваши вопросы. Ну что, теперь загадывайте желание, помните про формулировку, думайте о своих целях. Ну и, конечно, если есть какие-то вопросы, ответы на которые вы ищете, задавайте вопросы. А я выкладываю по одной карте на каждый знак зодиака. Пока я выкладываю, концентрируйтесь. И, соответственно, начинаем с близнецов. Что же скажет нам как дополнительный совет, послание стихий, и что же будет с вашими желаниями? Равновесие, такт, компромисс, дипломатичность. Будьте, вот тут я хочу сказать, равновесие говорит о том, что все-таки, именно если говорить об этом как дополнительный совет для вашей карты, которая выпала, держите равновесие и держите больше фокус на уверенности. Не забывайте о компромиссах. Компромиссами вы можете достичь большего, чем если вы будете воевать и бороться, и доказывать что-то с пеной у рта. И что могу сказать по равновесию? Есть все
предпосылки к тому, что ваше желание в ближайшую неделю может исполниться, или, по крайней мере, будут какие-то сподвижки, и Вселенная покажет вам, что же делать дальше для исполнения вашего желания. При проявлении такта, дипломатичности и когда вы готовы идти на компромисс, ответ на ваш вопрос будет положительным в вашу пользу. Весы. Смотрим. Смотрите, подождите, посмотрите, что будет. Сегодня ничего не надо предпринимать. Терпение, пауза, возьмите паузу. И карта недели говорит о том, что если вы будете давить на ситуации, ситуации не будут вам подчиняться. И что могу сказать? По этой карте исполнение желания полностью практически невозможно. Но если вы правильно себя поведете и действительно отпустите ситуацию, вы почувствуете и увидите, как ваше желание уже воплощается в жизнь. Вам надо будет только еще немножко поработать. Ну и водолеи, давайте посмотрим. Смотрите, для того, чтобы ваше желание исполнилось, вам пока что не хватает знаний и информации. Владеющий информацией владеет миром. Ищите знания. Вот вам для того, чтобы ответ на ваш вопрос был положительным, желание исполнилось или приблизилось, и цель приблизилась, не хватает информации и знаний. Поэтому для того, чтобы ваше желание исполнилось, вам нужно обучение. Это не значит, что вы должны идти в школу, в университет. Обучения бывают разными. Вы знаете, даже саморазвитие – это же тоже учеба. Помните об этом. Вот такой у нас получился расклад. Ну а я, в свою очередь, желаю вам счастья по умолчанию. Помните, счастье – это состояние души, и оно не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Если вы решите быть счастливы, вы будете счастливы. А я с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро. С вами была Женя. Люблю вас, мои дорогие. Пока.